Добрый вечер, дорогие друзья! Рада вас снова приветствовать, и мы снова говорим о долголетии. А поскольку долголетие– это много-много различных компонентов, сегодня мы будем говорить об очень интересной теме. Она волнует абсолютно всех, но в ней мало кто разбирается, правильно разбирается. Так вот, о чем мы будем говорить? Мы знаем, что все продукты, которыми мы пользуемся, ну, кстати, это и продукты питания, это и аптека, это много еще чего, это даже ткани. Но мы сегодня говорим о продуктах. И о продуктах, когда мы говорим, мы понимаем, что их нашпиговали разного рода наполнителями. Это и усилители вкуса, разрыхлители, красители и многие еще ители всякие разные есть. И все это обозначается, это мы тоже не очень давно узнали, определенными буквами и цифрами. И самая страшная для нас буква– это буква «Е». И когда мы с вами начинаем смотреть, что же входит в этот продукт, когда видим буковки вот эти «Е» чего-нибудь и какая-то цифра, нас это жутко пугает. И, в общем-то, не без оснований, потому что мы ничего не понимаем, и тогда что делать? Брать, не брать, покупать, есть, не есть. В общем, все страшно. И разобраться в этом достаточно трудно, потому что когда мы о чем-то говорим с вами, ну, проще сказать, что нет, лучше я вообще ничего этого брать не буду, и буду говорить всем, что этого брать не нужно. И вот об этих ешках, как мы их называем ласково, сегодня будет рассказывать Бублиева Людмила, знакомая уже вам по многим трансляциям. Это фармацевт с огромным стажем уже, очень глубокий человек, нутрициолог. А еще совершенно недавно ее пригласили быть экспертом достаточно знаменитую газету московскую «Москва. Вечерняя», так называемая. Поэтому если кто-то будет открывать эту газетку, либо покупать ее в бумажном виде, либо открывать в интернете, обращайте внимание на то, что Людмилу пригласили. Вот мы очень гордимся этим. Но, в общем-то, этого следовало ожидать, потому что действительно знания глубочайшие. И здесь нужно, я вам советую, взять книжечку, тетрадочку, карандашик и какие-то вещи просто следом записывать, потому что много будет интересной информации, и задавайте, пожалуйста, вопросы. Давайте, я поговорила сначала, а теперь я хочу спросить, скажите, со звуком все в порядке? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вы хорошо слышите, потому что мою речь не обязательно слушать было внимательно, а вот Людмилу будет важно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Видны плюсики? Мгм. Так, если хорошо видно, тоже поставьте теперь, ну, пусть будут восклицательные знаки, чтобы другой значок был. Мгм. Спасибо большое. И я вам очень рекомендую сегодня приготовить много вопросов, потому что, конечно, Людмиле есть что сказать, но всегда очень важно свои собственные сомнения развеять именно здесь и именно сейчас. И в конце эфира, Люд, оставишь тогда время, минут 15, да, для того, чтобы ответить на все-все вопросы. Естественно, по теме, вот по той теме, которую мы будем говорить. Итак, страшные и коварные ешки. Людочка, прошу. Добрый вечер всем. Всех рада вас видеть в эфире. Правда, никого не вижу, ни одного лица, все спрятались. Вижу только себя в Инстаграм. Сегодняшнюю тему я назвала как «Пищевые добавки Е – благо или зло для человека». Сразу хочу вам сказать, что многие люди зря боятся слова «Е». Для многих оно незнакомое, но сейчас в этом эфире мы постараемся с вами разобраться, что же такое на самом деле это Е, стоит ли его бояться, и как сделать так, чтобы Е стало для нас не только злом, а благом для человека, и как минимизировать то зло, которое оно может принести для здоровья человека. Начнем немного с истории.
Дело в том, что еще в древности люди применяли всевозможные которые еще тогда так не назывались. Это и соль, и сахар, и всевозможные натуральные красители. В Древнем Египте уже были знакомы с уксусом, а на Востоке уже тогда применяли пряности. И люди этим пользовались для чего? Для того, чтобы сохранить продукты, для того, чтобы улучшить вкус тех или иных продуктов. И поэтому еще с древности, это тысячелетия, в глубину наших веков, уходит применение всевозможных приправ, всевозможных добавок, которые сопутствуют вот, ну, по жизни, с нами идут рядом. А вот уже когда пищевая промышленность стала развиваться, это было уже в начале, где-то в XIX веке, тогда уже люди задумались о том, как можно сохранить сохранность продуктов на более длительное время. И уже тогда стали задумываться о других консервантах. И при этом вот до 20 века практически во всех странах использовали натуральные всевозможные добавки, а вот уже в 20 веке пищевая промышленность стала развиваться химической, и, естественно, в нашу жизнь ворвались химические всевозможные добавки. Так как их стало очень большое количество, и уже люди стали путаться, что они себя представляют и для чего они используют. Сейчас я включу слайд. Там какие-то помехи, у кого-то, по-видимому, включен микрофон, и идут помехи. Пожалуйста, отключите микрофон, чтобы это не мешало нашему прямому эфиру. Сейчас я подключу демонстрацию экрана, и я покажу здесь некоторые моменты, чтобы вы понимали. Так, итак, что же такое природные пищевые добавки Е? Это природные, как я говорила вначале, были только природные. Это идентичные природным, то есть то, что находится в природе, а потом люди начинают это синтезировать. И искусственные, то есть синтетические вещества, которые увеличивают сроки хранения продуктов и придают им заданные свойства. Сразу хочу сказать, Е пришло из Европы, и в 1953 году эта классификация была предложена европейскими странами. Для чего? Для того, чтобы гармонизировать использование пищевых добавок. Далее, для того, чтобы было четкое толкование, чтобы была проверка на безопасность, были отработаны рекомендации по технологической необходимости этих Е, и установлены своеобразные критерии чистоты. Я не буду сейчас с этого слайда уходить, я сразу хочу сказать. Ученые, они понимали, что когда появились синтетические добавки, они могут принести человеку не только пользу, но и вред. И поэтому контроль качества был создан. Здесь кодекс Алиментариус, который подчиняется Всемирной организации здравоохранения. Специально в Европе Европейское агентство по безопасности продовольствия. У нас в России тоже есть специальные организации, которые контролируют качество всех продуктов, в том числе и Е. Это Минздрав Российской Федерации, это Роспотребнадзор Российской Федерации и Институт питания и биотехнологий Российской академии медицинских наук. Для чего я это говорю? Я говорю это для того, чтобы вы понимали, насколько серьезно подходят в мире к этим ешкам, как мы их называем. И есть такое еще понятие, это безопасность пищевых добавок. Это допустимое суточное потребление. Я дальше буду говорить о Е, которые присутствуют в тех или иных продуктах, и как они себя показывают в плане безопасности, в плане влияния на здоровье человека. И сразу хочу сказать, вы должны понимать, что производители, которые работают по всем законам, соблюдают законодательство,
производители, которые работают по знаку качества, известному нам уже как знак качества GMP, они делают таким образом, вот эти Е вводят в состав, что Е, они никаким образом не должны влиять на здоровье человека. Они должны какие-то качества, которые установлены, они должны им придавать, допустим, цвет, потом удлинять сроки годности того или иного продукта, но влияние на организм человека они не должны оказывать. Есть такой коэффициент запаса 100. Что это такое? Вот, предположим, ученые выявили предельно допустимую норму того или иной пищевой добавки, и такая концентрация должна быть в том или ином продукте предельно допустимой и еще деленная на 100. То есть минимальная дозировка – это безопасность для потребителя, безопасность для человека. И если в такой дозировке будет содержаться в том или ином продукте пищевая добавка, то никаким образом она не повлияет на здоровье человека. То есть надо понимать, что к добавкам относятся очень серьезно. Какая классификация пищевых добавок? Во-первых, это консерванты, для того, чтобы сроки годности можно было увеличить. Это антиоксиданты, чтобы окислительных процессов не было, загустители, стабилизаторы, эмульгаторы, красители и ароматизаторы. Я не буду подробно останавливаться на них. Почему? Потому что тема сегодняшнего эфира совершенно другая, она в другом состоит. Еще виды пищевых добавок, как я уже говорила, бывают натуральные, они изначально раньше были. Но, к примеру, Е100 – это куркумин. Мы знаем прекрасно, на основе куркумина у нас есть прекрасный препарат. Это краситель. Агар – желеобразное вещество из морских водорослей, компонент конфет, мармелада и так далее. Потом гумме-арабик из некоторых деревьев. Это все примеры натуральных красителей. И есть синтетические красители, они тоже под определенными номерами. И есть еще другой вид, как я уже говорила, это идентичные натуральным, то, что есть в природе, и их синтезируют для производства. Это то, что можно сказать о том, что из себя представляют ешки. Далее, о чем я хочу сказать в этом эфире. Мы с вами поняли, что подход очень серьезный у всех стран к этим ешкам. Практически нет ни одного продукта, в котором бы не содержались те или иные Е. Они могут быть как синтетические, так и натуральные. И стоит отметить, что ученые, что многие страны, они очень большие средства затрачивают на то, чтобы изучить свойства этих Е, и для того, чтобы минимизировать какие-то побочные, какое-то влияние негативное на здоровье человека. Есть разрешенные Е, но при этом они влияние оказывают все-таки на здоровье человека. Я хочу несколько примеров таких привести. Сразу хочу сказать, что несмотря на то, что предельно допустимые нормы существуют, современный человек в год съедает около 5 килограмм всевозможных ешек. Они могут быть как синтетические, так и натуральные. Я сейчас скажу о таком веществе, называется оно аспартам. Я вот не понимаю, там идет у нас эфир, я себя вижу только в Инстаграм. Я не вижу, идет ли эфир в другие сети. Что-то у меня здесь как-то все пропало. Да, Люда, идет. Идет, да, спасибо за обратную связь, потому что я ничего не вижу. У меня темный экран, и поэтому очень тяжело говорить. Спасибо, Татьяна, за обратную связь. Есть такое вещество, пищевая добавка, аспартам называется, Е951.
Эта пищевая добавка, она входит в очень многие продукты питания. Это как заменитель сахара. До сих пор ученые, они спорят по поводу безвредности или вреда, который приносит этот продукт. Он вреден для людей, особенно для больных фенилкетонурией. Есть такое заболевание. Он влияние оказывает на головной мозг, и особенно он опасен для маленьких детей. Он может привести к слабоумию. Сразу надо понимать, это может быть, это может не быть, но свойство такое у аспартама есть. Сразу хочу сказать, что на российские рынки ежегодно поступает около 500 тысяч тонн таких продуктов, которые в своем составе содержат это вещество аспартам. Входит он в детские витамины, в детское питание, безалкогольные напитки типа кока-кола, спрайты, жевательные резинки и так далее, и так далее. То есть, что тревожно, в основном эти продукты принимают это дети и молодые люди. Ученые исследования проводили и пришли к выводу, что он может приносить вред даже развивающемуся эмбриону. Здесь я перед этим сказала, есть предельно допустимые нормы. Да, я, конечно, понимаю, что даже Доппельгерц омеги-3 для детей, он внес этот продукт, пищевую добавку. По-видимому, это было оправдано технологически. Это говорит о том, что они изучили предельно допустимую норму, и, по-видимому, в таком количестве он не принесет никакого вреда. Но если мы будем принимать во внимание, что этот ребенок будет в пищу принимать всевозможные напитки, всевозможные там жевательные и другие конфеты, естественно, доза аспартама в организме будет превышена. Об этом надо думать. Дальше. Самые даже элементарные, казалось бы, продукты, пищевые добавки, которые у нас на столе, они тоже приносят как пользу, так и вред. Все дело в норме, все дело в количестве, которое мы употребляем. Мы прекрасно понимаем, та же соль, она необходима организму, но если будет его количество превышено, то это будет артериальная гипертония. То же самое происходит и с белым сахаром. Белый сахар тоже вреден в больших количествах, приводит к расстройству работы желудочно-кишечного тракта. Хочу еще остановиться на таком продукте пищевой добавки астаксантин. Почему? Потому что я читала лекцию про омеги-3, и он входит в лососе, он в лососе содержится, это природный антиоксидант, и он содержится в масле креля. Почему я хочу обратить внимание? Дело в том, что очень широко его производят в синтетическом виде, а синтетический астаксантин, который дает окраску животным, которым окрашивают и красную рыбу, он дает такой красивый розовый цвет для того, чтобы потребительские свойства его повысить. У него есть тоже очень много побочных таких и противопоказаний, и он может что делать? Он может проблему со зрением вызывать у людей, это раз, и он может быть прооксидантом. Если природный астаксантин, он является очень сильным антиоксидантом, то синтетически он может, наоборот, провоцировать онкологические заболевания. А на прилавках магазинов огромное количество красной рыбы, которая, я думаю, подкрашена может быть именно синтетическим астаксантином. Что можно сказать про нашу промышленность российскую? Дело в том, что до начала 90-х годов у нас было очень хорошие качественные продукты питания. У нас не было практически синтетических никаких пищевых добавок. Если они были, то они были все натурального производства. А вот уже с 90-х годов прошлого столетия в нашу жизнь ворвались синтетические и с избытком. Дело в том, что у нас иногда меры мы не знаем. Убеждали нас, что по поводу химии в еде, что никакого вреда она не может принести, но у медиков совершенно другое мнение и другое к этому отношение.
Причина вот развития вот такое бурное вот этих всех ешек синтетических, их сейчас насчитывается в мире более тысячи, более тысячи. Ну, во-первых, это развитие торговли. Посмотрите, зайдите в магазин, в любом магазине вы увидите тоже мороженое, которое привезено там с другого конца там нашей страны. Это какой срок годности должен быть? Это сколько надо туда положить для того, чтобы оно могло иметь срок годности практически год. То же самое касается и молочной промышленности, и так далее, и так далее. И еще вот это производство ешек, особенно синтетических, оно очень выгодно. Во-первых, всегда синтетические, они намного дешевле, чем натуральные, и поэтому производителям их выгодно выпускать. А то, что касается здоровья, это как-то у нас не в приоритете сейчас. Очень серьезно относятся к качеству пищевых добавок в Японии. У них придают огромное внимание, это экологичности, экологической чистоте своего продовольствия. У них есть даже особый знак, который вот имеет внешний вид в виде такого земного шара, охваченного руками человека. У нас обстоит в России дело немного по-другому. Возьмем простые примеры. Вот фрукты, овощи в магазине. Посмотрите, сколько они хранятся. Они специально обрабатываются специальным воском, защитным слоем. Но здесь еще полбеды. Дело в том, что вводятся специальные синтетические консерванты. И они не портятся очень длительное время. Все это приводит к аллергическим реакциям. Это касается абсолютно всех фруктов, абсолютно всех овощей. Еще очень такая страшная вещь, я всегда думаю о наших детях. Посмотрите, те же бананы, апельсины там и другие фрукты. Они же тоже практически как муляжи лежат в магазинах, и они не портятся, они обработаны фенолом. А фенол – это очень серьезный яд, он практически не выводится из организма, это канцероген. И я когда смотрю, мамочки покупают те же бананы, на улице берут и снимают руками эту кожуру и дают ребенку. Вот представьте себе фенол сверху на кожуре того же банана, и он сразу практически переходит на сам банан, и ребенок это ест. То есть если мы хотим как-то обезопасить, обязательно надо хорошо промыть, кипятком, предположим, отдать. Я даже в последнее время одеваю перчатку и снимаю эту кожуру, выбрасываю, чтобы руками потом не брать тот же банан и то, что находится на кожуре, чтобы это не было в моем желудке. То есть это наша реалия нашей жизни. Еще что в России в настоящее время? У нас на землях работают еще китайские предприниматели. И ученые, да не только ученые, вообще люди замечают, что в течение последующих нескольких лет культурные растения на этой земле не растут. И самое страшное, что у нас контролирующие органы, они не знают даже, какие удобрения, в каких количествах там вносятся. Поэтому здесь надо очень осторожно относиться к продукции, произведенной на таких полях. Вот когда я готовила этот эфир, смотрела, какие там ешки синтетические, там натуральные, польза, вред для организма. Вы знаете, даже если мы будем использовать и натуральные какие-то добавки, мы тоже можем нанести своему организму вред. Оказывается, сейчас Роспотребнадзор проверял перец в наших торговых точках, и оказалось, что молотого перца в России нет качественного. К такому выводу пришли в Роскачестве. Оказывается, в образцах черного молотого перца такие были добавки, которые сомнительного качества, они очень опасные для здоровья. Там были выявлены патагонная кишечная палочка – это плесень. А в одной партии даже было выявлено такие очень серьезные палочки, называются клостридии называются. Они могут вызвать у человека столбняк, ботулизм,
и так далее. То есть вот смотрите, что творится в угоду вот сейчас нашему бизнесу, бесконтрольное производство. То есть мы можем опасаться не только синтетических пищевых добавок, но и натуральных. Теперь я хочу поговорить с вами о конфетах. Что бы мы ни делали, все равно дети у нас едят конфеты. Я нашла такой слайд, я вам сейчас его покажу, какая конфета была у нас раньше, чтобы вы, это было так, сейчас секундочку, я свернула уже, сейчас минуточку, чтобы мне вообще не отключиться. Так, это большой, сейчас секунду. Хотела слайд показать, конфету. Так. Ну, я, наверное, буду тогда рассказывать. Вот смотрите, раньше конфеты, наша кондитерская вообще промышленность использовала только натуральные всевозможные вещества, которые содержались в конфете, только натуральные. Сейчас практически натуральных конфет мы на рынке не найдем. Но здесь даже и не по причине того, что хотят или не хотят, оказывается, натуральные невыгодно использовать. Синтетические намного выгоднее использовать. И красители. Натуральные, даже если красители использовать, конфеты быстро теряют цвет, быстро теряют свои потребительские какие-то вот данные. И поэтому производители, они не любят использовать в своих технологиях натуральные пищевые добавки. Это одна из причин. И вторая причина – очень некачественное сырье поступает на производство, для производства тех же конфет и других кондитерских изделий. Эти пищевые добавки, вот у меня такие есть цифры, что от 4 до 22% закупаемых пищевых добавок могут не соответствовать задекларированному по составу или по количеству содержания компонентов. То есть они абсолютно никаким требованиям не соответствуют по качеству и безопасности. И мало того, что они могут быть запрещены законодательством применением в кондитерском производстве. Особенно хочу внимание обратить на такую добавку диоксид титана, который очень широко используется в кондитерской промышленности. Это глазировка, это белый цвет, и она очень широко в пищевой промышленности применяется, особенно в производстве конфет. Вот во Франции это первая страна, которая полностью запретила применение этой добавки. Что происходит? Они проводили опыты в организме крыс, в печени, легких, кишечнике и даже в мозге, накапливается это вещество и приводит к предраковым изменениям кишечника. То есть вот о чем я хочу сказать, что даже, казалось бы, безобидные конфеты, газировка для детей, они могут потенциальный вред нести здоровью. Что очень еще страшно, что вот эти все многие вещества, они могут проникать и через плацентарный барьер между матерью и плодом. И когда даже мамочка во время беременности принимает вот эти, казалось бы, безобидные конфеты, пьет всевозможные эти напитки, вред уже можно нанести еще не родившемуся ребенку. В Евросоюзе защищают не только авторское право, но и защищают желудки своих граждан. У них продается совершенно другой хлеб, у них продается совершенно другая газировка, печенье и так далее. Сейчас очень многие люди ездят в Европу, они видят это своими глазами. И я вот когда приезжаю во Францию, прихожу в сетевые магазины, я вижу продукты питания, которые отличаются по качеству от тех продуктов питания, которые находятся в наших магазинах. И к своему стыду я оттуда привожу те же хлопья, в которых нет никаких наполнителей, в которых нет сахара, и другие продукты питания, ну, сколько там можно привезти, вы сами понимаете, что немного. Очень серьезный подход идет именно к пищевым добавкам. Оказывается, в Европе, хочу сказать, на 100% знаю, что происходит во Франции, в Швейцарии, там, оказывается, GMP применяется
кормам, для производства кормов для скота у них тоже применяются знак качества GMP. Почему? Потому что это влияет непосредственно на здоровье производителей. Оказывается, более строгие даже правила для кур, которые несут яйца, для коров, от которых получают молоко. То есть они заботятся о здоровье своей нации, они заботятся о здоровье своих потребителей. Обратное можно сказать про продукцию, которая выпускается в Америке. Оказывается, в Америке очень много всевозможных добавок, тех, которые не используются в Европе. И когда американский продукт приходит на европейский рынок, он совершенно содержит в своем составе другой совершенно состав, чем тот, который у них на территории Америки содержится. Какие консерванты очень вредны и вызывают негативное влияние? Это для роста мяса птицы, препараты для роста животных. В Евросоюзе они запрещены абсолютно, у нас они даются. Для выращивания животных они тоже в Европе запрещены, у нас они тоже применяются. Но самое-самое интересное, что генномодифицированный продукт. Очень приятно, что в швейцарской продукции, в Швейцарии, на территории Швейцарии запрещено применение генномодифицированного продукта. То же самое относится и к европейским странам. У них тоже запрещено применение генномодифицированного продукта. Но я хочу несколько слов об этом сказать. Оказывается, лидер по производству генномодифицированных продуктов является Америка. Хотя сами они предпочитают в пищу экологически чистую еду. И у них много есть эко-магазинов, где они приобретают для себя пищу. Оказывается, из истории вопроса в 1984 году в США был скрещен ген глубоководной трески с геном клубники. И, возможно, на прилавках наших магазинов как раз такая клубника и присутствует. Она почти в 5 раз по срокам хранения намного опережает ту клубнику, которую мы с грядки собираем. И потом еще они скрестили ген картофеля и скорпиона. И колорадский жук этот картофель в пищу уже не употребляет. То есть здесь опять же надо понимать, что в Америке, в Европе генномодифицированную продукцию выпускают, но на своей территории они ее практически не применяют. Теперь вопрос, где эта продукция применяется и в каких магазинах она оседает, и какие потребители ею пользуются. Это вопрос для размышления. Об этом я говорить не буду. Что еще очень важно сказать? Дело в том, что применение пищевых добавок иногда бывает обоснованно и необходимо. Без них просто не обойтись. Вот, предположим, производство кремов. Мы все женщины, и не только женщины, мы пользуемся кремами. Мы прекрасно знаем, что крем – это такая субстанция, которая состоит из жира и воды. Возьмите, попробуйте сами в домашних условиях смешать жир и воду. У вас это не получится. И поэтому для того, чтобы создать любой крем, здесь нужен эмульгатор. Для того, чтобы была эмульсия, для того, чтобы была однородная масса и не было никакого расслоения, и при этом этот крем работал. Здесь важно понимать, какие вещества используются для приготовления того или иного крема. Все производители на рынке, которые позиционируют себя как производители такого экологичного продукта, они используют очень дорогие пищевые добавки в своем производстве. Без поверхностно-активных веществ обойтись не удастся, но здесь они опять для своего производства берут менее такие токсичные, и плюс обязательно смягчают их действие другими веществами. Они здесь вводят всевозможные воски, всевозможные растительные какие-то вещества, там ароматерапия и так далее, и так далее. И поэтому, когда человек берет наш крем, предположим, и говорит, а у вас здесь простите, здесь совершенно другие технологии. И если даже применяется, то очень такой
минимальной дозировки в таком количестве, в котором никакого воздействия негативного на организм человека это вещество оно не будет оказывать. Еще очень хорошая новость. Сейчас швейцарские производители, с которыми мы работаем, они убрали из состава всех кремов где-то до 28 потенциально опасных веществ, которые могут даже потенциально быть опасными для здоровья. Поэтому наши крема, они гарантируют полную безопасность для потребителя. И никогда в дешевой продукции вы не найдете компонентов, которые будут вам гарантировать безопасность, потому что это стоит денег. Те же самые вещества входят и в производство зубной пасты, допустим, шампуней. Без эмульгаторов здесь тоже не обойтись. Это уже такая необходимость. И это надо понимать. И еще срок годности. Мы же не можем сделать какой-то крем, какой-то шампунь, который будет храниться, предположим, в течение там нескольких недель или в течение месяца. Нам нужно поставить это в ванную комнату, этим пользоваться, и при этом, чтобы это было безопасно, при этом, чтобы экологичность какая-то соблюдалась, и оно какими-то свойствами определенными еще обладало. Поэтому это все технологические процессы, достаточно сложные, и заводы такие, которые на рынке себя позиционируют как серьезные производители, они вкладывают огромные деньги для того, чтобы выпускать на рынок качественный продукт, безвредный продукт. Добавки там, естественно, пищевые есть, но они никакого потенциального даже вреда организму не приносят. Я для примера хочу сказать, что очень много раньше говорилось о глютамате натрия, настолько он вреден. Но никто не задумывался о том, что глютамат натрия – это натуральный продукт изначально, что он содержится в грудном молоке, он содержится в сыре, он содержится в морских водорослях и так далее. И у нас глютамат натрия был в нашей приправе «Морская соль с водорослями». Это был безумно вкусный продукт, но из-за того, что постоянно были нарекания наших потребителей, они смотрели, боялись и не понимали, что есть синтетический, очень дешевый и токсичный препарат глютамат натрия, а есть натуральная пищевая добавка, производителям нашим просто пришлось его убрать. Вкус, кстати, потерялся, вкуса такого нет. Японцы его первые увидели и обратили внимание из морских водорослей. Это вначале это был натуральный продукт. Поэтому пищевые добавки, они все разные и по-разному они работают. Поэтому здесь надо четко понимать, какой продукт вы для себя берете, какого производителя, какие пищевые добавки там находятся в составе этого продукта. Так, я вам хочу показать очень интересный слайд, но у меня почему-то это сейчас не получается сделать. Я не могу открыть полный экран, чтобы подключить. Так, чтобы слайды, я подготовила слайды и конфеты подготовила. И здесь, ну, яблоко, наверное, все видели. Хотела я это... Так, сейчас, секундочку. Демонстрация экрана. Так, запустила демонстрацию экрана. Сейчас, одну секундочку. Так, у меня что-то здесь не получается подключить демонстрацию экрана. Так, почему, не знаю. Хотела я вам показать некоторые интересные слайды, но этого у меня не получается. Так. Итак, что можно сказать по поводу ешек? Зло это или благо для человека? Как я еще хочу раз повторить, они бывают и натуральные, они бывают и синтетические. Все зависит здесь от качества. Даже синтетические ешки, которые введены в тот или иной продукт, они могут не приносить никакого вреда для здоровья человека. На что надо обращать внимание? Во-первых, первое, что я могу сказать, это, опять же, возвращаюсь к GMP, это правильная производственная практика. Все производители, которые
ценят свою репутацию, выпускают на рынок качественный продукт, они работают по GMP. И пищевые все эти добавки, они тоже приобретают у тех производителей, которые работают по этому знаку качества GMP. Это гарантия безопасности. Это гарантирует то, что там не будет находиться никаких в составе дополнительных каких-то веществ, которые будет очень высокая степень очистки, и человек не получит никакого негативного воздействия для своего здоровья. Поэтому это правильная производственная практика GMP. Дальше, когда вы приобретаете те или иные продукты, изучайте этикетку, смотрите, какие там Е. Потому что есть разрешенные, есть запрещенные Е. Здесь есть много таблиц в интернете, которые показывают, какие Е разрешены, какие запрещены. Но опять же, здесь нет единого мнения. Некоторые Е разрешены в Европе, запрещены в России, и наоборот. И наоборот. В Европе очень строгий подход к качеству пищевых добавок. Как я уже говорила, все пищевые добавки у них контролируются по знаку качества GMP. Они заботятся о здоровье своей нации, они заботятся о здоровье человека. Но опять же, как же обезопасить своих детей? Как я уже говорила, и не только детей. Как я уже говорила, до 5 килограмм ежегодно человек съедает всевозможных пищевых добавок. Мы не можем не ходить в магазины, мы не можем не приобретать те или иные продукты питания. Но что мы можем реально сделать? Это защищать свой организм. Для этого у нас в помощь есть хорошие натуральные продукты. Я хочу показать для примера такой продукт артишок. Что делает артишок? Артишок прекрасно чистит клетки печени. Если вы даже какие-то продукты там принимаете некачественные, которые могут накапливаться, артишок поможет вашему организму убрать токсины, почистить ваш организм, почистить вашу печень, ваши все протоки, вывести эти все вредные ненужные вещества. Далее, еще есть другие всевозможные вещества, которые могут помочь человеку себя обезопасить. Если нет возможности у вас, нет своего огорода, если вы не уверены в качестве тех или иных там продуктов питания, там фруктов, овощей, берите витаминно-минеральные комплексы, проверенные, качественные. У нас они в компании тоже присутствуют. Это и бодрость на весь день, и витаминно-минеральные комплексы. Они полностью подпитают ваш организм и витаминами, и минералами, и при этом не принесут никакого вреда и никакой интоксикации не будут. Как я уже сказала, читайте этикетки обязательно внимательно. Не покупайте продукты с чрезмерно длительным сроком хранения. Обращайте внимание, чтобы все-таки сроки хранения были реальные, а не годами они могли храниться. Не покупайте подкрашенную газировку, колбасу, всевозможные сосиски, тушенку, супы и каши быстрого приготовления, они тоже вредят, газированную воду. Я хотела вам слайд показать про газированную воду. Оказывается, в одном стакане газированной воды находится где-то до 7 чайных ложек сахара. Суточная доза сахара 5 чайных ложек в день. Представьте себе, какая идет передозировка, сколько сахара лишнего в одном стакане. А иногда выпивают люди и бутылку. Поэтому по поводу газированной воды, кока-колы и так далее надо быть очень осторожным и внимательным. Обращайте внимание на все эти чипсы, они тоже могут вред принести. И что еще можно сказать? Многие специалисты не рекомендуют детям покупать витамины американского производства. Почему? Потому что там идут очень высокие дозировки витаминов. И внимательно смотрите на производителя, выбирайте качественного производителя. Осторожно с производителем. Это китайские производители, я вам говорила, потому что очень много они всевозможных удобрений, и сырье у них может быть потенциально опасным для здоровья человека. Мы не можем быть 100% уверены в
качестве продуктов питания. Но в наших силах мы можем минимизировать это негативное воздействие на организм. Мы можем убирать, как я уже говорила, применяя вот натуральные продукты, такие как, например, артишок, мы можем воздействие вот это негативное минимизировать на организм, мы можем убирать эту интоксикацию. И тем самым мы можем сохранить свое здоровье и здоровье своих детей. Будьте здоровы. Я, в принципе, все сказала. Будут какие вопросы? Ну, теперь, да, самое главное сейчас это вопросы, потому что есть возможность задать вопросы. Пришли в магазин, читаем про Е, теперь мы немножко понимаем, что от чего отличается, да, но если невозможно ничего сделать, я так, вкратце, если невозможно не попробовать вкусненького чего-нибудь, вкусненькой еды, и мы понимаем, что это все равно не очень полезно, то можно хотя бы поправить свое здоровье с БАДами, какими-то, которые нас ну, обезопасят хотя бы или поправят немножко, такие как артишок или зеленый чай или черника. Говорили же об этом, да? Да. Кстати, вот я только слушала прямой эфир с нашим доктором Гусаковым Николаем Андреевичем. Он также говорил про артишок, и он говорил, что да, это вещество, вот продукт, который помогает убирать всю интоксикацию из организма. А здесь нам как раз он и нужен, вот в этой ситуации. Но мы когда приходим в магазин, мы же не можем отказаться, не покупать даже и детям те же конфеты. Хотя сейчас я хочу сказать, есть и натуральные конфеты, но, к сожалению, дети их не очень любят. И еще такая вещь, вот знаете, вот в угоду, вот есть недобросовестные у нас предприниматели, которые специально в продукты питания добавляют сильнодействующие вещества, которые вызывают привыкание. И это очень страшно. И здесь еще любители, у кого есть кошки, собаки, вот этот корм, сухой корм для кошек и собак, там очень часто добавляют вот подобные вещества, которые вызывают привыкание, но при этом серьезные заболевания. И мочекаменная болезнь бывает у животных, у кошек, собак, другие заболевания, вплоть до летального исхода. И поэтому рекомендуют не увлекаться сухими кормами и иногда давать пищу обычную, которую раньше давали, когда этих кормов не было. Это бизнес. Сейчас у нас поставлено все на бизнес. И вот это, чтобы то же самые вещества вот для того, чтобы у людей было привыкание, и в Кока-Коле могут быть, еще в других там и чипсах, и в других там каких-то продуктах питания. Ведь закон бизнеса какого? Чтобы больше покупали, а для этого надо привязать человека к тому или иному продукту, чтобы он без него уже просто не мог. Поэтому... Вот здесь Орешникова пишет, в тексте указаны десятки Е. Получается, нужно стоять часами у прилавка и изучать значение каждого Е. Как быть? Здесь надо для себя выписать запрещенные ешки. Но вы знаете, как быть? С лупой ходить, смотреть. Но здесь еще надо выбирать, я думаю, проверенных производителей. У нас в России сейчас тоже открываются эко-магазины. Продукты питания стоят, конечно, дороже, чем в обычных магазинах. И надо все-таки людям, которые заботятся о своем здоровье, о здоровье своих детей, выбирать эти магазины. Это один момент. Второй момент. Приобретать продукцию у своих знакомых, у которых, допустим, есть подсобное хозяйство. Мы, допустим, к примеру, с мужем мед никогда не приобретаем на рынке. У нас есть уже такие люди проверенные, и мы мед покупаем уже длительное время у одних и тех же людей, которых мы знаем. Мы были у них на пасеке, потому что поддельного меда на рынке тоже очень много. И сами люди, которые медом занимаются, они об этом говорят. Простите. Тоже, допустим, мясо, мы тоже стараемся через какие-то рекомендации находить людей, у которых есть свое хозяйство, и чтобы хотя бы быть уверены, что там нет усилителей роста, нет этих гормонов, нет антибиотиков. Еще что я могу людям порекомендовать: не увлекайтесь применением лекарственных препаратов. Почему? Потому что те же гормоны, те же антибиотики, ими напичканы наши продукты питания.
и идет передозировка. Почему вот такие идут побочные, почему идут серьезные вот аллергические реакции? У нас практически люди все сейчас аллергичны, потому что идет передозировка. Вот эта предельно допустимая норма, она превышена. Она превышена. Каждый себя подстраховывает, производитель. Вот даже я когда разбирала, сравнивала омеги, и когда я увидела в Доппельгерц вот этот аспартам, я была очень удивлена. Но я теперь понимаю, производитель, он себя защитил, он такую предельно допустимую норму там вот этого аспартама, что она никаким образом на здоровье не может повлиять. Но они не учли того, что помимо этого продукта омеги, допустим, дети будут и конфеты, и напитки, и все прочее, и все прочее. И больше всего содержится в детских напитках, таких вот именно для детей. Там очень много пищевых добавок вредных, очень много. Вот это, конечно, опасность, это очень страшно. То, что дети уже подвержены с маленького возраста. И я, когда захожу в магазин и вижу, что родители сами покупают и кока-колу маленьким совсем детям, и вот эти чипсы. У меня, допустим, есть знакомые, у которых была язва желудка, парня прооперировали в 16 лет. У него была язва желудка, он сидел постоянно на этих чипсах. Это уже вот наши люди, вот история вот. Ну, нельзя, надо уходить от этих продуктов питания и стараться необработанные покупать вот продукты питания, те же, допустим, крупы, необработанные. Еще, знаете, такой момент надо осветить, что, оказывается, может натуральный даже быть продукт, но если он обработан химическими какими-то веществами, то он натурально свою теряет, и он может тоже быть уже вреден. И я здесь опять вспоминаю наши омеги, которые не обработаны никакими синтетическими веществами, и знак равенства между лососем. Я опять это вспоминаю, преимущество нашего продукта. Оказывается, он уже не может быть чисто натуральным, если его обработали уже синтетическими, и уже какие-то химические реакции были произведены над тем или иным продуктом. Он уже теряет свойства. Ну, друзья, все вопросы, которые у вас, я думаю, вопросов тут будет много, и здесь нужно все осмыслить, понять, но все вопросы, которые у вас появятся, пожалуйста, обращайтесь к своим, к людям, которые вас пригласили. Ну, или задавайте вопрос у нас на сайте. Ну, а сейчас, наверное, будем прощаться. Если нет вопросов, если есть вопросы, пишите, продолжайте писать. Мы обязательно соберем и ответим на все ваши вопросы. Спасибо всем большое. Людочка, спасибо вам. Всем здоровья. Оставайтесь здоровы, будьте счастливы и почаще улыбайтесь. Всем спасибо. Я в заключение хотела сказать, я постаралась очень коротко это осветить тему. Здесь понимание должно быть, что разумный должен быть подход ко всему. Не может быть это или злом, или только пользой. Здесь надо выбирать где-то золотую середину. И стараться исключать то, что действительно реально может навредить здоровью. Всем здоровья. Будьте здоровы и разумны в подходе и в выборе. Спасибо большое. Всем спасибо. До новых встреч. До следующего понедельника. Ждем вас. Приглашайте своих друзей. До свидания.